Привет, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я вам расскажу, как я делаю глаз, скульпчу его, и какими правилами я пользуюсь для скульптинга глаз. Для меня не составляет труда сделать глаз, но все равно мне нужно пользоваться рефами и другими материалами, чтобы глаз получился красивый и изящный. Итак, давайте перейдем к правилам. Первое. Помни, что веки ложатся по сфере глазного яблока и имеют толщину. Как и все в том скульптем тоже имеет толщину, и это надо передавать обязательно. Второе правило. Обязательно обрати внимание на форму разреза глаза и на силуэт век. Как правило, это одна из важных форм глаза, по которой мы считаем характер добрый, злой, таинственный или уставший. Уверен, что ты считываешь это, не задумываясь. Глаза для нас это зеркало души. Очень выразительные глаза могут сделать картину более красивую. Также и скульптуру. И красивые глаза у человека это 50% его красоты. Ведь красивое лицо. Третье правило. Сразу наметь радужку глаза на сфере глазного яблока, чтобы не потерять направление взгляда, положение глазного яблока. Но это, мне кажется, довольно-таки элементарно. Еще я предлагаю сделать зрачок. Четвертое. Слизнячок, он есть у каждого, внимательно изучая референсы, чтобы увидеть его форму. Его довольно-таки просто сделать. Давайте посмотрим, как я это делаю. Я записал таймлапс. Для этого я буду комментировать его, можно сказать, в прямом эфире. Итак, ускорение x2. Поехали. Первое, что я обычно беру, чтобы сделать какой-нибудь объект, это обычную форму. Как правило, это звезда. Но звезда не всегда доступна. Я выбираю звезду и превращаю ее в куб. Дальше я создаю динамеш, чтобы увеличить плотность сетки. И выбираю кисти Clay Build-Up. Но вообще сделать это проще мувом, чем мять глину кистью Clay Build-Up. Почему я решил сделать это именно Clay Build-Up? Потому что мне кажется, так будет немного эффектней, если я сделаю. Вот сейчас вот я вставляю глаз. Его сразу корректирую по форме. И в этом глазе можно заметить, что есть плоская часть, которая имитирует зрачок. И вокруг глаза я убираю материал, чтобы он сидел более естественно, более красиво. Вообще, когда я скульптил глаза первый раз, у меня получалось ужасно. Я себя ненавидел, потому что у меня совершенно ничего не получалось. А почему не получалось? Да потому что я не знал,
Как правильно делать, как делать, чтобы это получалось легко. Если пользуешься простыми правилами, то у тебя обязательно получится. Можно вот таким вот простым способом создать веки, верхние и нижние. Это одно из самых простых способов создания век, и оно идет уже по форме глаза. Все довольно-таки просто, все гениальное просто, ребят. И вот уже практически обрисовывается глаз. В общем, получается очень круто. Дальше смотрим без комментариев по видео, я просто расскажу, чем я сейчас занимаюсь. Я сейчас занимаюсь созданием одного из персонажей, тех, которых я пытался сделать, когда задался челленджем для себя анатомии за один день создать анатомию персонажа. Два персонажа, которых я делал за последний челлендж, у меня получились лучше, чем остальные, и я решил из них создать Game Ready модели. Но создание Game Ready модели довольно-таки проблематичная штука, и раньше вот эта вот Game Ready модель, все после скульпта шло для меня намного проще. А сейчас вот эта вот часть, которая идет после скульпта, она сложнее, потому что я ее реже повторяю, все больше углубляюсь в скульптинг, потому что скульптинг дает более красивую форму. И когда ты уже из скульптинга создаешь Game Ready модель, часть красоты персонажа теряется. Она теряется из-за формы лоу поли, из-за рендера, который Game Ready рендер. Все бы это как бы прикольно, но я хочу добиться того, чтобы я все-таки вышел на стоки. Как я знаю, что один или два стока до сих пор работают с русскими и выплачивают денежки. Вот сейчас самый интересный момент в этом видео: я создаю радужку глазу. Он создается очень просто, надо просто понимать, что такое полигруппы и Z-моделлер. И после этого можно немножечко подкрасить радужку, чтобы отделить ее от остального глаза. И зрачок. Вообще, мне кажется, вот сколько бы не пользовался правилами по созданию глаза, в конце концов ты все равно находишь какой-то свой простой вариант для скульптинга. Но если не пользоваться правилами, которых куча в интернете, то возможно поиск своего способа скульптинга будет занимать
долгие месяца, годы. Но у меня уже он затянулся на несколько лет, я уже второй год пытаюсь вылепить. Получается, если заморачиваться и сидеть долго над одним проектом, то довольно-таки хорошо. Но я хочу делать это быстро. Мне не интересно тратить кучу времени на то, что я буду делать долго, потому что мне хочется получить результаты за неделю-две, а не сидеть и пыхтеть, создавая результат несколько месяцев. Некоторые выглядят там класс 2 недели. Я думаю, на него, чтобы красиво сделать, довольно достаточно вечера. И вот такой вот глаз у меня получился. Я думаю, вам он понравится. Понравится мой рассказ про то, как я все это создаю, все как делаю. В принципе, тут ничего сложного нету. Главное смотреть на рефы, пытаться понять форму, понять изгибы тела, вогнутости, выпуклости. И для этого сейчас я каждый день вот не просто рисую, не просто моделирую, я еще каждый день стараюсь нарисовать что-нибудь. Вот, например, я по картинкам рисую глаз. Это я делаю только для того, чтобы лучше понимать форму. Возможно, мне это дает какой-то скилл, но это я делаю буквально неделю-две. Последние рисунки эти пока что нигде не выкладываю, но думаю, буду выкладывать в своей группе ВК. Так что подписывайтесь на мои социальные сети. Обязательно где-то я выложу это. Заходите в Discord, пообщаемся. И если у вас будет желание что-нибудь у меня заказать, я только за. Так что пишите комментарии, если вам понравилось это видео. Если у вас получился глаз. И вообще, что вы сейчас сделаете в 3D или в рисовании. Мне тоже интересно, что я не один такой. Нас много. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на соцсети. Всем пока.